Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы еще не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, сегодня прекрасная погода. Я выбралась на рыбалку. И вместе с тем я приняла решение по многочисленным просьбам сделать наконец-таки обзор своей обновки, а именно диппера. И для того, чтобы обзор был полноценным, сегодня мне потребуется река, на которой я буду искать яму, в которой буду ловить сама. Мне потребуется сам диппер, мне потребуется держатель для диппера на удилище и само удилище, которым я буду забрасывать диппер. Вот. Если вы никогда не видели, что такое диппер, если вы не знаете, что внутри лежит в коробке, я открою вам эту тайну, покрытую мраком. Вот он. Волшебный кружелечек, который определяет глубины, рельеф, температуру воды и расположение рыбы. А кроме того, умеет рисовать волшебные карты водоемов, по которым вы потом можете ловить. Комплект поставки диппера включает сам диппер, чехолечек и USB кабель для зарядки. Ну и маленький технический паспорт по эксплуатации диппера. Сделан, как видите, он из пластика. Я надеюсь, что из противоударного. Практически ничего не весит. Я уже в инструкции посмотрела, что весит он 90 грамм. На корпусе что мы можем найти? Ничего почти не можем найти. Только вот 3 элемента для крепления штучек для фиксации диппера к вашему удилищу. В зависимости от того, откуда вы будете забрасывать диппер. Также на корпусе мы можем найти маленьких небольших 2 элемента, которые посылают сигнал на дно. И с помощью антенны, которая находится внутри, по Wi-Fi, по сигналу, посылают специальную программу к вам на телефон все данные. Хотелось бы обратить внимание, что когда я зашла в Play Market, я пользуюсь айфонов, я нашла 2 приложения. Скачала 2, и 2 приложения с диппером работают. Больше никаких особенностей на корпусе мы не находим, поэтому мы открываем наш диппер, волшебную баночку. И здесь внутри находим антенну, индикатор и вход для зарядки. Здесь же у нас находится информация о серийном номере нашего диппера, о емкости батарейки 950 мА. Фиксуем наш диппер. И все готово к применению, так сказать. Не имею вообще никакого ни желания, не вижу ни смысла для того, чтобы вам рассказывать, повторять технические характеристики, которые на своем сайте рассказывает производитель, о которых все рассказывают другие блогеры, о которых уже десятки раз все сказано. Сейчас я хочу показать, как его просто включить, как его использовать, что для этого потребуется и что он покажет. Это, я считаю, абсолютно самая интересная часть. А вот эти вот все техническая информация, мне, допустим, она самой никогда не была интересна. Первое, что мы делаем, это включаем Wi-Fi. Для работы с приложениями вам придется зарегистрироваться внутри системы. Следующее, что мы должны сделать, опустить диппер в воду, чтобы в нем тоже включился Wi-Fi. Буквально пару секунд, и мы нашли диппер. Нажимаем для подключения и подключаемся. После чего мы выходим в приложение, и наш диппер наконец-то подсоединен к нашему телефону. Новое стандартное, новое подледное сканирование, сканирование с лодки или новое береговое. Давайте выберем новое береговое сканирование. Кстати, меня очень порадовало, что диппер, в отличие от других компаний-производителей эхолотов, китайских всяких там, он занимается производством дополнительных аксессуаров, которые облегчают жизнь пользователя. И сейчас вот эта вот замечательная штукенция будет установлена на мой спиннинг для того, чтобы фиксировать мой телефончик. Чтобы когда я забрасывала, я могла держать телефон не в руках, а чтобы вот здесь вот он так был, и я видела у всех глубины, и мне было удобненько. Такие трусишки двусторонние получились, интересные. Итак, ну что, давайте забросим диппер в воду. Бляха-муха, я боюсь, бляха-муха. Мало ли еще оторвется. Куда? И смотрим, что у нас тут показывает.
Положение позволяет мне сейчас поделить экран на две части. Я могу смотреть так. Справа мне показывает глубины, рельеф, температуру воды. Сейчас не размещено в воде. И слева мне показывает карту со спутников GPS. Значит, также мы можем увидеть индикатор зарядки нашего диппера. Кроме того, у нас есть режим настроек. Что ж нас тут можно выбирать? Можно выбирать режим рыбалки. Это режим с лодки, зимний режим. Это просто обалденно, что диппер можно использовать зимой, потому что мой китайский эхолот был не предназначен для того, чтобы эхолотить зимой. И он постоянно показывал мне неправду. В настройках также можно выбрать угол луча сканирования. 47 градусов я бы выбирала при первоначальном сканировании места участка ловли предполагаемого. 20 градусов я бы выбирала в том случае, если вы нашли интересно какое-то для себя место и хотите более подробно его изучить. Ну и 7 градусов используется для сканирования при зимней рыбалке с лунки. Так, Рамс, ты сейчас упадешь туда. Показывает 2,9, 2,6 метра глубины. Выход из ямы 2,2 метра, 2,1 метра. Так, собака, ёпсель-матрёпсель. Можешь прыгать, прыгай вниз. Ну и вот здесь вот, ребят, наконец-таки эхолот начал показывать рыбку на глубине 3,2-3,3 метра. Рыба стоит на глубине, возле дна. Вот. Рыба средних размеров, ее достаточно вообще много. Если здесь рыба есть, если здесь есть вот такая вот ямка, то, в принципе, можно устанавливать закидушки на сама. Почему? Потому что, если есть рыба, значит, он ее жрет, потому что сом питается рыбкой, всем, что живет на водоеме. Вот. И его можно наловить не только на выпусках, но и даже на малька. Друзья, давно я хотела себе диппер, но никак не могла позволить и решиться с мыслями. У меня был фишфандер, который нельзя было использовать зимой. Теперь у меня есть вещь, которую я смогу использовать зимой. Смотреть, что внизу под луночками и, наверное, повысить намного свои результаты. Хотя я не совсем уверена, потому что иногда не важно, где стоит рыба и где она есть, она может клевать абсолютно в другом месте. Тем не менее, диппер прикольная штучка. Мне очень понравилось то, что ей можно рисовать карты водоемов, где вы находитесь. Можно их сохранять, и в последующем вам не нужно будет эхолотить, вы будете знать, где вы находитесь, какая там глубина, какой рельеф и какие снасти использовать, какую рыбу ловить. Вот так вот, друзья. Это был обзор диппера, абсолютно любительский, абсолютно профанский. Я показала его комплектацию, показала, как я его подключила, как я его использовала и показала, на что он способен. Искала я сегодня себе самую яму, и я ее, естественно, нашла. Кому нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, следить за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Как там? Собака работает вместо квока. Самовья приманка — это моя собака. Она квочет, чтобы ночью у меня клевал сом.